Всем привет! В эфире Даша Техник, и на этом канале я рассказываю о военной и не очень технике, показываю уникальные кадры техники в движении и рассказываю о ней. И сегодня речь пойдет об еще одном легендарном отечественном танке Т-62, логичное развитие танка Т-55. Вы увидите, как танк маневрирует, стреляет, и я, конечно же, расскажу, зачем он был нужен. Впервые широкая публика увидела новые советские танки 7 ноября 1967 года во время парада на Красной площади, а их боевое крещение состоялось после ввода военного контингента в Чехословакию годом позже. В целом машина показала себя надежной, просторной, удобной и легкой в обслуживании, и лишь афганская компания выявила некоторые ее недостатки. В конце 50-х годов руководство СССР получило информацию о разработке и принятии на вооружение странами НАТО новых танковых пушек калибра 105 мм, что делало более уязвимыми самые массовые советские танки Т-54 и Т-55. К тому же 100-мм нарезная пушка танка Т-55 не могла пробить лобовую броню американского танка М-48 Паттон-3, а в разработке у американцев находился М-60 Паттон-4, в случае противостояние с которым Т-55 оказался бы в проигрышном положении. Разработка танка Т-62 началась в 1957 году конструкторским бюро завода номер 183 под руководством Леонида Николаевича Карцева, главного конструктора Уральского вагоностроительного завода. Опытный образец был изготовлен в 1959 году, а в 1960-61 годах проводились его опытные испытания. Т-62 представляет собой дальнейшее развитие танка Т-55. Он имеет такую же компоновку, и в нем используются те же узлы и агрегаты, что и на танке Т-55. 12 августа 1961 года танк был принят на вооружение, а серийное производство Т-62 велось в СССР с 1962 года по 1973 с выпуском около 20 тысяч единиц. Танк поставлялся и за рубеж с начала 70-х годов прошлого века. Компоновка танка была классической, впереди размещалось отделение управления, а за ним боевое отделение, и в корме танка моторно-трансмиссионное отделение. В левой стороне отделения управления располагалось место механика-водителя, который попадал на него через люк, расположенный прямо над сиденьем в подбашенной бронеплите, а за сиденьем в нише размещался запасной эвакуационный люк. Наблюдение за дорогой место механика-водителя обеспечивалось двумя призменными приборами наблюдения с пневматической очисткой жидкостью. В ночное время левый прибор заменялся на прибор ночного видения ТНВ-2, позволяющий водителю видеть дорогу на расстоянии в 60 метров впереди танка. Фара инфракрасного излучения располагалась рядом с обычной фарой с правой стороны верхней лобовой плиты, а под водой танк управлялся при помощи курса указателя. Из-за большого веса зарядов заряжающий должен был обладать недюжей силой. Для решения этой проблемы на объекте 166, предшественнике Т-62, испытывался опытный автомат заряжания «Желудь», но в серию танк так пошел без него, а «Желудь» послужил прототипом для автомата заряжания легендарного танка Т-72. В качестве силовой установки танка был выбран расположенный перпендикулярно к корпусу 12-цилиндровый четырехтактный дизельный В-55В мощностью 580 лошадиных сил. Силовая установка располагалась в моторно-трансмиссионном отделении танка, а запас хода по шоссе составлял 450-650 километров. Танк был оборудован системой противорадиационной защиты, которая могла работать как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режиме. При автоматическом режиме пиропатроны срабатывали, как только датчики улавливали превышение норм радиации. В результате закрывались герметизирующие танк жалюзи, автоматически выключались вытяжной вентилятор и нагреватель воздуха, и включалась фильтр-вентиляционная установка, убирающая из поступающего воздуха радиационную пыль, бактерии или отравляющие вещества. А на этих кадрах вы можете видеть, как работает стабилизатор вооружения танка. Да, на танках Т-62 уже стояли стабилизаторы вооружения. Корпус танка маневрирует, а ствол точно остается на месте. Так как для имеющихся на вооружении орудийных стабилизаторов новая танковая пушка была слишком тяжелой, их заменили на специально разработанный стабилизатор «Метеор». Был усилен поворотный механизм башни, ее погон и подбашенный погон под корпус фактически образовывал один большой радиальный упорный шарикоподшипник. Механизм поворота представлял собой планерный редуктор с электромеханическим приводом. Для защиты поворотной системы башни от попадания из стрелкового вооружения просвет между башней и корпусом танка по периметру бронировался путем приваривания к корпусу бронированного кольца сечением 10 на 30 мм.
Внимание, выстрел! Хочу отметить, что я в своей жизни слышала много танковых выстрелов, но исключительно в мирное время и на демонстрационных заездах. И хочу сказать, что гладкоствольная пушка танка Т-62 звучит громче всех. И все из-за того, что ствол гладкий и скорость снаряда, вышедшего из пушки, значительно выше, чем у нарезных пушек. С помощью нагнетателя-сепаратора в танке создавалось избыточное давление, не позволяющее отравляющим веществам проникнуть внутрь машины в случае ее разгерметизации. При полуавтоматическом режиме при срабатывании датчиков включалась сигнализация, а инициализация пиропатронов осуществлялась нажатием кнопки механиком-водителем или командующим танка. Танк был снабжен системой автоматического пожаротушения. Противопожарное оборудование гасило очаги возгорания в соответствующем отделении смесью, состоящей из бромистого этила, углекислоты и сжатого воздуха. Оно также могло работать как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режимах. Кроме всего прочего, Т-62 был снабжен оборудованием для постановки дымовой завесы. В качестве реагента использовалось дизельное топливо из топливного бака. Танк ставил дымовую завесу, впрыскивая топливо в систему выпуска отработанных газов. Расход дизельного топлива при этом составлял 10 литров в минуту, а один дымопуск мог продолжаться в течение 10 минут. Устойчивость дыма составляла 2-4 минуты, а длина дымовой завесы в 200-400 метров. Впервые широкая публика увидела новые советские танки только 7 ноября 1967 года во время парада на Красной площади, а их боевое крещение состоялось после ввода военного контингента в Чехословакию годом позже, но тогда масштабных боестолкновений удалось избежать, поэтому фактически Т-62 в боевых действиях не участвовали. Впервые этим танкам пришлось по-настоящему повоевать 2 марта 1969 года во время советско-китайского конфликта на острове Даманском. Взвод из 3 Т-62 пытался помочь обороняющимся на острове пограничникам, перейдя отделяющий их рукав реки Уссури по льду. Однако китайцам удалось подбить головной танк. Остальные танки и пограничники отошли на советский берег. Машина утонула, но китайцам со временем удалось вытащить ее на свой берег. Китайские конструкторы внимательно исследовали Т-62 и использовали советские технические решения, обнаруженные в нем при проектировании своей модели тип 69. Сегодня трофейный советский танк экспонируется на смотровой площадке Военно-революционного музея в Пекине. Передавались Т-62 и подразделениям дружественного СССР афганского правительства. Часть этих танков до сих пор находится на вооружении афганской армии. После распада СССР Т-62 использовались правительством России против чеченских боевиков в Первую и Вторую чеченские кампании, а также во время войны в Южной Осетии в 2008 году против войск грузинской армии. За пределами СССР танки применялись сирийской и египетской армиями во время войны Судного дня в 1973 году против Израиля. Однако из-за ошибок командования и непрофессионализма экипажей в целом они использовались неэффективно. В результате боестолкновений израильской армии удалось захватить около 200 арабских Т-62, которые после незначительных изменений были приняты на вооружение армии Израиля под индексом Тиран-6. Сейчас эти машины находятся на резервных военных складах. Иракская армия активно применяла Т-62 во время Ирано-Иракской войны с 1980 по 1988 годы, во время нападения на Кувейт и при обороне во время войны в Персидском заливе в 1991 году. В 2003 году устаревшие иракские Т-62 пытались противостоять новейшей технике США и их союзников во время операции «Свобода Ирака». А сейчас Т-62 активно участвуют в гражданской войне в Сирии. Т-62 использовались ливийскими войсками во время вторжения войск Муаммара Каддафи в Чад в ноябре 1986 года, а также при проведении против него совместной французско-американской операции «Рассвет Одиссеи» в 2011 году. В целом машина показала себя надежной, простой, удобной и легкой в обслуживании, но афганская компания выявила некоторые ее недостатки. Боевые действия в горах показали, что максимальный угол наведения в плюс 16 градусов является недостаточным для таких условий. Кроме того, возникли проблемы эксплуатации танка в сильно запыленных местностях.
Серийное производство Т-62 в СССР было завершено в 1972 году. В Чехословакии, которая получила лицензию на производство Т-62, оно продолжалось дольше, до 1978 года. Танки Т-62, строящиеся в Чехословакии, предназначались в основном на экспорт в третьи страны. Советский Союз удовлетворял свои потребности в этих танках самостоятельно, а на вооружение стран Варшавского договора Т-62 был принят только в Болгарии. Имеется информация, что лицензию на постройку Т-62 получила и Северная Корея, но о производстве Т-62 в этой стране неизвестно. В 2011 году Министерство обороны Российской Федерации объявило, что армия пойдет на масштабную утилизацию устаревших боевых машин. Планировалось пустить на металлолом минимум 15 тысяч танков Т-62, Т-64 и Т-72 и Т-80Б. Планировалось, что устаревшую бронетехнику заменят новейшие модели, причем общее количество боевых машин будет резко сокращено. Собирались оставить только 2000 единиц, а основой танкового парка должна была быть «Армата». Однако пообещать гораздо проще, чем выполнить свое обещание. В августе 2018 года в России проходили масштабные военные учения, на которых среди прочей бронетехники были замечены и снятые с вооружения и давно предназначенные для утилизации танки Т-62. По официальным сообщениям, уже к началу 2014 года на консервации находилось только 900 единиц танка Т-62, которые тоже планировалось утилизировать. Однако к 2018 году ситуация резко изменилась. После долгих дебатов было решено вернуть в строй порядка 6000 единиц устаревшей бронетехники. В том числе возврату принадлежали и уцелевшие Т-62. Конечно, появление Т-62 выглядит довольно странным, особенно если его сравнивать с «Арматой». Однако стоимость одного экземпляра «Арматы» составляет примерно 250 миллиона рублей. Во всяком случае, эту сумму озвучил официальный представитель Уралвагонзавода, в то время как расконсервация устаревшей, но боеготовой техники обходится в сумму во много-много раз меньшую, да и не успевают отстроить «Арматы» в запланированном количестве. И вот такой у меня получился рассказ про этот легендарный танк. Подписывайся на этот канал и, конечно же, переходи на мой второй канал Dasha Models, где я собираю модели военной и гражданской техники. Увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.